Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня мы будем готовить сладкую выпечку, называется шоколадный торт на кипятке. Этот рецепт я нашла в интернете и сейчас буду готовить для вас в первый раз, а результаты моих экспериментов мы увидим в конце видео. Для рецепта мы берем муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель, сода и разрыхлитель. Берем два наименования, то есть и сода нам понадобится, и разрыхлитель. Яйца, ванильный сахар, растительное масло, молоко и кипяток. Я его еще подогрею, чтобы был такой с пылу жару. Крем у меня будет состоять из взбитых сливок и сахарной пудры. Будем отдельно соединять сыпучие и отдельно жидкие ингредиенты. Сразу же ставим на разогреть духовку. Духовку разогреваем до 180 градусов. Берем муку. Просеиваем через сито. Сюда же добавляем какао, соду и разрыхлитель. Соединяем жидкий ингредиент. Яйца разбиваем. Добавляем сюда сахар. Сахар у нас идет как жидкий ингредиент, потому что он растворяется. Ванильный сахар. Перемешиваем их хорошо. Добавляем растительное масло и молоко. Снова перемешиваем. Теперь соединяем жидкие с сухими. И смешиваем до однородности. Тесто получается такое красивое, эластичное. Мне вот даже вот это вот больше нравится. Так, а теперь кипяток. Вот прям свеженький. Наливаем. Хорошо перемешиваем быстренько. У нас должно получиться жидкое тесто. Тесто получается довольно жидкое, но написано, что вот такое оно и должно быть. Все, берем форму. У меня диаметром 24 сантиметра. Простелила пергаментной бумагой и выливаем сюда тесто. Отправляем готовиться в разогретую до 180 градусов духовку. По времени прошло час. Пирог очень хорошо поднялся. У меня такого редко получается. Сейчас проверяю при помощи палочки. Палочка сухая, значит пирог готов. Все, оставляем так пирог. Я его еще накрою полотенечком, чтобы он остывал хорошо, спокойно. Вот, оставляем его до полного остывания. Бисквит уже остыл, но он еще теплый. Вот он такой упругий. Теперь проходимся по краешку ножом. Аккуратно. Берем одну тарелочку. Так, раз. Переворачиваем. Убираем бумагу. Теперь берем вторую. И возвращаем обратно. Вот он. Дам ему еще немножечко остыть, буквально минут 15. И буду резать на части. Тесто при желании можно разрезать на 3 части, вот, если аккуратненько, ювелирно поработать. Но я буду делать на 2, делить. Режется очень хорошо, легко. Видно, что бисквит такой мягкий. Прошлась по кругу. Открываем. Красота. Вообще такой воздушный, пористый. Вот то, что иногда остается за кадром. Вот такие 2 мисочки у меня получилось. То есть я взбивала сливки 20%, брала в магазине. Хотя раньше они взбивались у меня 20%, в этот раз не взбились. Я повысить решила жирность, добавила масло. У меня получилось отслоение полностью, то есть масло отдельно, и тут вот сыворотка, не знаю, даже не сливки, а уже сыворотка получилась. Поэтому быстро выхожу из положения, нашла в холодильнике вареную сгущенку. Буду теперь крем делать с маслом и сгущенкой. Просто добавляю в эту смесь
и перемешиваю. Готовым кремом промазываем коржи. И сверху натираем шоколад. А можно сделать просто шоколадную помадку. Так, готово. Желательно торту настояться в течение часа или двух. Но у меня времени столько нет. Я буду снимать пробу и рассказывать свои ощущения вам. Режется шикарно. Вот даже не настоялся. Очень мягкий. Вот, чувствуется. Я даже не ожидала, что на воде может такое произойти. И снимаем пробу, да, кусочек. Отломаю себе. Сразу же такие приятные ощущения. Он очень нежный, мягкий, шоколадный. Прям тает во рту. Мне понравился рецепт, и я экспериментом своим очень довольна. Думаю, такой торт я буду готовить довольно часто. Так что готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!